Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня готовим очень вкусные домашние голубцы размером с пальчик. Я их называю мини-голубцы. Так их готовит моя тетя. Блюдо получается очень вкусное, сытное и привлекательное. На праздничном столе не найдется такого гостя, который не захотел бы полакомиться этим блюдом. Кроме рецепта я покажу вам 3 варианта, как можно сформировать такие голубцы. Для приготовления нам понадобится 1 небольшая капуста, мясной фарш 500 грамм, 100 грамм риса, 2 средние луковицы, 2 морковки, 2 чайные ложки томатной пасты, соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки. Первым делом подготовим капусту. У меня такой небольшой качан весом приблизительно 200 кг. Удаляем с капусты верхние поврежденные листочки. Далее вокруг кочерышки делаем глубокие надрезы, чтобы отделить основание листьев. Удаляем кочерышку. Так листья при варке хорошо пропарятся у основания. В кастрюле нагреваем воду, солим ее по вкусу и опускаем капусту. Вода должна полностью покрывать ее. Через 5-6 минут снимаем верхние листья. Затем проверяем те, что были снизу. Если надо, варим еще пару минут. Повторяем процедуру несколько раз, пока все листики не сварятся. Пропаренные листья выкладываем на тарелку или в миску и даем им остыть. Тем временем приготовим начинку и соус, в котором будут готовиться голубцы. 100 грамм риса – это 5 столовых ложек с горкой. Заливаем кипятком и отправляем в сторону, пусть пока постоит. Две небольшие морковки я измельчила на крупную терку. 2 средние луковицы нарезала небольшим кубиком. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла, нагреваем его на среднем огне и отправляем в нее лук. Пассируем минуты 2-3 до прозрачности лука, периодически помешиваем. Теперь добавляем морковь. Тушим все вместе около 3 минут. Морковь должна стать мягкой. Половину зажарки я отбираю в отдельную тарелку. Ей нужно остыть, прежде чем добавлять ее к мясу. Две чайные ложки томатной пасты разбавляем 150 граммами воды и выливаем во вторую половину зажарки. Перемешиваем. Солим по вкусу, я еще добавляю 1 чайную ложку сахара. Если хотите, можно поперчить. Тушим после закипания 2-3 минуты. Затем выключаем и пока отставляем в сторону. Листья капусты уже остыли. Берем по одному листику, вырезаем грубую серединку. Теперь каждую половинку делим пополам. Получаются такие небольшие треугольники. Таким образом разрезаем все листья. Самые маленькие просто разрезаем пополам. Приготовим начинку. У меня фарш уже готовый, для рецепта я взяла 500 грамм. Добавляем к нему остывшую зажарку, у риса сливаем воду и также добавляем. Солим, перчим по вкусу и хорошенько перемешиваем. Фарш готов, переходим к самому интересному – формированию голубцов. Метод первый, самый простой. Берем по одному листику, на широкую часть выкладываем 1 чайную ложку фарша. И закручиваем в трубочку. Торчащие края капусты можно обрезать, тогда трубочка будет более ровной. Фарш чуть поправляем, не переживайте, в процессе приготовления голубцы не раскрутятся. Второй метод – метод кулечком. Выкладываем чайную ложку начинки на одну сторону треугольника.
Мягкая часть листика должна быть сверху. Закручиваем. Низ должен быть закрыт, а верхними листиками мы вот так закрываем начинку. И третий метод, он похож на первый. Мы кладем 1 чайную ложку начинки на широкую часть, закручиваем трубочкой и теперь края заправляем в середину. Во втором и третьем методе есть один недостаток. Вы сможете заправить листья только в том случае, если они мягкие. Для более жестких капустных листов отлично подходит первый метод. Формируем голубцы, пока не закончится фарш и капуста. Лишние листики капусты можно выложить на дно кастрюли, в которой будете готовить. Я на дно выкладываю 2-3 столовые ложки соуса, равняю его, а сверху выкладываю голубцы. У меня большая часть мини-голубцов сформирована именно первым методом. Выкладываем друг на друга. Кастрюля на 2 литра. Сверху выливаем остальной соус. И добавляю воду. Она должна покрывать все голубцы приблизительно на 1 палец. Чтобы при варке голубцы не всплывали, сверху выкладываю тарелку. Довожу до кипения, убавляю огонь на минимум и обязательно пробую на вкус. Если нужно, солим. Варим голубцы на небольшом огне приблизительно 30 минут. По истечении времени пробуем на готовность и подаем к столу. Посмотрите, какие голубцы аппетитные, миниатюрные. Ни один не разварился, не развалился, все держат форму. Выкладываем на тарелку и подаем к столу. Горячими, холодными – это дело вкуса. А вот со сметаной рекомендую. Она подчеркивает этот кисло-сладкий вкус нежной капусты и вкуснейшей ароматной мясной начинки. Блюдо кропотливое, но очень вкусное. Вы можете подключить к формированию голубцов членов своей семьи и полакомиться всей семьей вкусными домашними голубцами. И, конечно же, наглядно показываю 3 метода уже готовых голубцов. Первый метод, просто когда мы свернули трубочку, как видим, начинка держится в середине, нигде ничего не выпало, не раскрутилось. Метод кулечком то же самое, все прекрасно держит форму. И третий метод вы видите на экране. В разрезе точно так же. Вся начинка приготовилась, все очень вкусно и аппетитно. По какому из 3 методов готовить, выбирать вам. Друзья, как вам такое блюдо? Пишите в комментариях. Наверняка у вас есть свои секретики приготовления голубцов. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.